Медведи Кай и Рик с ранних лет просидели в тесных клетках на протяжении 17 лет. Мама их пала жертвой браконьеров, а детенышей продали. Медвежат привезли на Хоккайдо и передали Музею культуры народности Айна, у которого существует культ медведей, и, как оказалось, сразу 4 живых медведя были там в качестве экспонатов. 1,5 года назад двое туристов из Великобритании стали посетителями этого музея, и именно они заметили несчастных медведей в клетках и уведомили об этом в Общество спасения диких животных. Работники прибыли на место и начали процесс освобождения 4 медведей. И только прошлым летом они смогли сделать это, и клетки со спасенными медведями доставили в Великобританию. Медведи преодолели большое расстояние, почти в 9000 километров. Медведи на первом этапе летели в трюме самолета, а потом они продолжили дорогу в машинах. На пути их сопровождали 5 профессиональных ветеринарных врачей, которые следили за их самочувствием, в клетках имелись встроенные кондиционеры. Кроме основного рациона, мишки получали вкусные угощения в виде меда и фруктов, чтобы дорога далась им проще. В заточении они не были знакомы со вкусом таких угощений и вмиг все лопали. Кай и Рик были доставлены в парк дикой природы в Йоркшире и выпустили на огороженный участок с обилием травы и прудов для купания. Несчастные звери не могли поверить своему счастью. Кай сперва начал с опаской трогать землю, и взгляд его выражал изумление, а чувство счастья пришло позднее, когда он получил возможность побегать и поваляться на травке, греясь под солнышком. Хотя это было их первое купание, инстинкты, к счастью, никуда не делись, и они сразу же принялись отлично нырять и плавать. Сейчас медведей активно откармливают, так как у них установлен недовес и недостаток витаминов. Также у бедняжек испорчены зубы, продолжительная жизнь в клетке и недостаток витаминов не смогли не сделать свое дело и не отразиться на состоянии их здоровья. К тому же у них облезлая шерсть и очень вялая мышечная система, а на мордах заметны проплешины по причине долгого натирания о прутья. Двое других медведей, Ханака и Аму, которым по 27 лет, сейчас пребывают на реабилитации, так как в силу пожилого возраста их здоровье было наиболее сильно подорвано. Спасенные медведи относятся к категории японских бурых медведей, которых в естественной среде обитания осталось не более 10 тысяч особей, и именно по этой причине зоозащитникам было так важно спасти жизни этим косолапым. Спасибо за уделенное внимание. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подпишитесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий. До новых встреч!